Your money or your life? You're smarter than you look. Take it. It's worthless to me anyway. Наконец вышел Oblivion ремастер, и это одновременно прекрасно и ужасно. Давайте разберемся почему. Да, игра держит невероятный онлайн в Стиме, и это совершенно неудивительно, ведь геймеры по всему миру давно соскучились за легендарной серией древних свитков. Каждый из нас, наверное, уже десятки раз возвращался в Skyrim, или в тот же Oblivion с Morrowind'ом. Так что ремастер Oblivion давно просился выйти на свет. Но вот сможет ли игра затащить новых игроков в свой мир? Я думаю, нет. И сейчас расскажу почему. Для начала всем привет, меня зовут JoyBoyJam, и это моя рубрика «Игровой ревизор», где я проверяю и оцениваю игры на их играбельность и интересность. У вас есть уникальный шанс стать олдом моего канала, поэтому подписывайтесь, оценивайте мои другие видики, у меня тут осталось совсем чуток до косаря, так что вы можете сделать меня счастливым своими лайками и подпиской. В свое время Oblivion был настоящей новинкой игровой индустрии. На 2006 год нам предлагали огромный открытый мир, 256 квадратных километров, с кучей побочного контента, уникальную систему искусственного интеллекта Radiant AI, которая симулировала жизнь и давала каждому NPC свой распорядок дня, что добавляло погружение в этот мир. Бля, сука, что-то пиздятся, нихуя себе. Hello. Hello. Да, запиздили кого-то. Boycott of imperial goods in the Greetings, land of the Bosma. Altmer. The Altmer have powerful wizards. Ну и как я не могу отметить прекрасную музыку Джереми Соула, который написал невероятный саундтрек для серии TES. Впервые я с ним познакомился именно в Обливионе, и это был просто мед для ушей. Его музыка, как вишенка на торте, погружает нас в этот сказочный мир, и порой просто хочется остановиться и полюбоваться прекрасным ночным небом Сиродила. Его музыка оставляет такое теплое послевкусие, что даже спустя годы ты возвращаешься к ней просто чтобы послушать. Этот сценарий я, кстати, пишу тоже под нее. And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Но и не будем забывать про дополнительный контент, про гильдии с их квестами и мини-сюжетами, которые полюбились нам еще больше, чем основная сюжетная линия. Вспомнить только Темное Братство, местную гильдию ассасинов, с их заговорами, интрижками и иммерсивными стелс-заданиями по устранению целей. Ну и конечно же невероятное количество багов, которые превратились в мемы и конечно же перекочевали в ремастер как нечто неотъемлемое. И даже новые появились. Ремастер на Unreal Engine 5 встречает нас прекрасной графикой в 4К Ultra Ray Tracing Quality DLSS 4 Pro Edition в 120 FPS и отличной оптимизацией. Пока мы не выходим в открытый мир, где мои кадры на RTX 5070 ушли в далекое путешествие в 30 FPS. Поколупавшись в настройках, я пришел к выводу, что DLSS не сильно спасает ситуацию. Так что пришлось врубить софтверный люмен и генерацию кадров, после чего я получил 80-140 FPS, но в нативных 2К. Я надеюсь, когда-нибудь разработчики слезут с этой анриеловской иглы и найдут другие движки для своих игр, как это сделали Warhorse с KCD 2. Но вернемся к Обливиону. В ремастере, где по сути ничего кардинально не меняли с оригинала. Немного переделали боевую систему, добавили трохи импакта от ударов, хотя в целом мне никогда не нравилась боевка в свитках, да и вообще в играх беседки. Я эту серию люблю совершенно за другие вещи. Персонажи теперь не выглядят как пластилиновые человечки, им добавили адекватный лепсинг и анимации, и при этом сохранили обливианские диалоги. Также перелопатили механики автолевелинга, добавили колесо быстрого доступа и возможность спринта. Но, правда говоря, выглядит это дело как работа с Nexus мода, анимации очень странные. А также сохранились загрузки между локациями. Доходит до абсурда, когда в одном доме в каждой двери вас ждет загрузка. Графика Unreal, хоть и с нюансами, но все-таки очень окрасила игру, и она выглядит очень красиво. На Full ультрах с RTX игра просто великолепна. Но все же, на мое мнение, ремастер могли бы переработать еще лучше. Они все-таки начали и переделали боевку, но по факту она теперь скайримовская. И все же чересчур устаревшая. 2-3 анимации ударов это вообще не впечатляет и вряд ли увлечет новую аудиторию. И чтобы не видеть это безобразие, я создал себе лесную эльфийку с луком. И все равно противники, как во всех играх беседки, представляют из себя губку для урона. И я очень боюсь за будущее шестых свитков.
Тоду Говарду давно пора заняться новым движком, анимациями и механиками. Вспомним тот же Starfield с его загрузками, сейчас это просто неприемлемо. Даже если он перейдет на Unreal, пусть игра будет 30 FPS, но с боевкой уровня Ведьмака или Dragon Dogma. Я играл в Dragon Dogma с ужасной оптимизацией, но ловил дикий стояк от зрелищной боевки. Oblivion ремастер — это ремастер для фанатов, новичкову он вряд ли затащит. Но если вы скучали по Сиродилу, обязательно попробуйте. Oblivion — это нечто теплое, очень приятно вернуться сюда спустя долгое время. Я ставлю игре 7,5 из 10 за ностальгию, музыку и атмосферу, и 2 банки пива за оптимизацию.